Не должно быть постоянно действующего правительства, да, нет, это может быть система проектная. Практически государство угрожает смертью за невыполнение любого своего как бы каприза. Административное государство сегодня является как бы главной составной частью вот этого самого государства, и в его задачу просто-напросто входит эксплуатация. На страже же стоит пропаганда, на страже стоит этатистская идеология там с детства, да, впитанная, в которой как бы мы все избираем какую-то там власть, да, якобы это ж типа вот они от нас там как-то там, значит, и так далее. Вот. Ну и всякие сложные или не очень сложные конструкции, которые объясняют, так сказать, пытаются объяснить эту всю систему. Они все равно скрывают этот факт, что права правящей касты, скажем так, отличаются от прав тех, кто управляет. В этом смысле я бы порекомендовал всем книжку Альберта Дайси «Конституционное право Англии». Вот он знаменитый юрист. Она вышла в самом начале 20 века, но была написана там где-то в середине, в конце 19-го. Где он, значит, разбирает, ну, надо понимать, что он не либертарианец никакой, а тем более не анархист, но он как бы человек честный и логически мыслящий, и он там просто вот эти вот все штуки у него, они отчетливо видны. То есть он на них как бы акцента такого большого, то есть у него нет никакого возмущения по этому поводу, он их просто констатирует. Вот. Так вот он пишет, что в Англии там, до конца 19 века так называемого административного права, то есть вот то, о чем я сказал, то есть когда начальство имеет одни права, а вот другие, его не было. Вот. А во Франции оно существовало очень давно. Да, и английский юрист, как сейчас помню эту цитату, да, он в принципе не может понять, что такое административное право французское. Потому что в английской практике такого не было. Но вот пока заметим, так сказать, я думаю, что это не корреляция, а причинно-следственная связь, что вот пока этого административного права в праве Англии не существовало, Англия была, значит, великой империей, там, которая контролировала полмира. Вот. А как только она, значит, следуя прогрессивным веяниям, это право у себя постепенно ввело, вот, с тех пор начался закат Британской империи, потому что власть получили, условно говоря, администраторы. Да, то есть администраторы, есть такой термин тоже, административное государство, вот, который подчеркивает, что есть две группы как бы паразитов. Да, то есть одни это политики, вот, а другие это, собственно говоря, чиновники. А между ними есть разница, между ними есть противоречия. Так, кстати, эти противоречия можно использовать там, и так далее. Вот. Так вот, административное государство сегодня является как бы главной составной частью вот этого самого государства, и в его задачу просто-напросто входит эксплуатация. Да, то есть он просто тупо вот высасывает как бы ресурсы из общества, распределяет их среди себя, распределяет среди, значит, аффилированных с ним различных бизнесов, как правило, монопольных, полумонопольных и так далее. То есть то, о чем мы говорили много раз, это такой меркантилизм. Только меркантилизм был, он более персонифицированный, потому что власть тогда была более персонифицирована. То есть это были личные там жалования короля или каких-то там, значит, других вельмож, какому-то опять-таки лично знакомому там купцу и так далее. А здесь это все идет явочным порядком через лоббирование, там здесь не нужно никаких персональных отношений. Вот, к предпринятию там, каких-то решений в пользу тех или иных групп. То есть чем, собственно говоря, современное вот это административное государство и занимается 90% своего времени. Остальные 10% оно тратит на защиту себя любимого, чтобы выстроить такую систему, в которой его самого изменить было бы нельзя. И ничего с ним поделать. Вот это то, с чем сейчас столкнется Маск и Рамасвами. Потому что я немножко почитал, там, как устроено американское государство. Значит, оно устроено сейчас таким образом, что
без революции вы с ним практически ничего сделать не сможете, вот, потому что законы, подзаконные акты и все вот это вот, оно сделано таким образом, что никакие изменения в нем радикальные невозможны. Даже Маск обещает там, 2 триллиона сократить, но чтобы ему это надо делать каждый год, вот, опять-таки для того, чтобы ну, хоть как-то немного избавиться от или там уменьшить эту долговую проблему, которая висит над этой системой, которая, конечно же, рано или поздно рухнет им на голову. Вот. И с моей точки зрения он пошел как раз неверным путем, потому что он, ну, судя по той статье, которую они с Вивиком, значит, в Wall Street Journal написали, вот, потому что он ввязался уже, ну, как, по крайней мере, вот объявил о том, что он будет работать и вяжется вот в эти вот позиционные бои с бюрократами, а здесь у них силы будут не равны всегда. Потому что бюрократическое агентство, оно для него, так сказать, поражение в войне с Маском равносильно смерти, а Маск никогда не соберет, ну, условно говоря, поддержку большинства под борьбу с конкретным каким-то мелким, там, вонючим и вроде бы безобидным как бы агентством. Это все требует очень, очень больших ресурсов. То есть народная, у него может быть большая народная поддержка, как она сейчас есть, вот, но поддержка взагалі. Да, вот сделай нам как-нибудь, почисти эти конюшни. Но а если он идет путем таким, что он будет каждого отдельно, значит, там ведомство вычищать, то ему тоже нужно иметь в этом случае поддержку большую, но ее у него как раз не будет. Вот. Ну и прочее, прочее, прочее. То есть система очень хорошо как бы сопротивляется изменениям таким. Что касается вот этого права, но оно опять-таки тоже очевидно, когда мы задумываемся и додумываем до конца многие вещи, с которыми кажутся нам привычными. Ну, например, вот в путешествии, или как она там, эта книга называется, «Приключения или путешествия Гуллиба», да, Кена Скуланда, там есть один комментарий, там много интересных комментариев, кстати говоря. Один комментарий его друга полицейского, который говорит, что, ну вот давай, если мы подумаем до конца, да, то в принципе, говорит, нам государство угрожает за каждое действие наше смертью. Ну, вот почему? Потому что, ну вот там, допустим, тебе выписали штраф, да, ты его не заплатил. Тебе там выписали еще раз, ты это отказался, значит, тебя зовут в суд. Вот, ты не хочешь туда, допустим, идти, не идешь. За тобой приезжает полиция, вот, тащат тебя в суд, то есть если ты оказываешь им сопротивление, тебя убьют. То есть фактически, если мы и так за любое, да, что ты там дерево посадил не там, или там, не знаю, там, белочку обидел, там, или еще что-нибудь, да, то есть если ты будешь до конца как бы сопротивляться, то тебя убьют. То есть тебе практически государство угрожает смертью за невыполнение любого своего ну, как бы каприза, да, вот. Что уже дает как бы ну, огромную власть этим людям над всеми остальными. Вот. И вот это неравенство, то есть неравенство наших прав и неравенство их прав, да, по отношению к нам, оно и является как бы, ну, одним из столпов, на которых эта система стоит. Ну, то есть они могут делать то, чего не можем делать мы, вот, и им за это как бы ничего по их собственным законам не будет. Вот. Ну, даже вот посмотрим, давайте на ответственность. Да? Ну, вот, ну, вот какие-то люди принимают какой-то закон. Даже, допустим, если мы берем ну, систему, которая кажется нам цивилизованной, то есть там у этого закона есть авторы, да, то есть они там подписаны, все, но закон приводит там к определенным последствиям негативным. Будут эти люди отвечать? Будут они, допустим, компенсировать убытки там, или еще что-то? Нет, не будут. Будет ли полицейский, который там, ну, условно говоря, при исполнении обязанностей там пристрелил кого-то, значит, отвечать? Скорее всего, нет. Ну, может быть, будет служебное расследование. Да, может быть, его пожурят, переведут на другую работу, там поддержат под домашним арестом, когда это было, ну, когда это будет совершенно очевидно, что он там был неправ, да. А потом опять, значит, тихонько выпустят его, и он пойдет работать дальше.
Вот. То есть в такой ситуации как бы, ну, становится понятно, что это действительно кастовая система, вот, где есть каста неприкасаемых, только не в том смысле, как в Индии, да, а наоборот, ну, вот, к которым, значит, другие люди не могут прикасаться, и никак не могут им возражать, и ничего с ними как бы не могут сделать, не выходя за рамки, опять-таки, вот этого ихнего собственного легального поля. А выход за рамки легального поля, он наказывается как бы смертью в итоге. Да? То есть, если ты будешь последовательно сопротивляться, да, то есть тебя будут там приговорят к тюрьме, например, а ты будешь от них уклоняться, сопротивляться, там физически прятаться и так далее, то тебя рано или поздно убьют. Вот, то есть это все означает, что за все за все полагается смертная казнь. Только она как бы фактическая, да, то есть там не нужно никакой особой процедуры, вот, там, решение суда там, и так далее. То есть она фактическая, она является окончательным как бы решением твоего вопроса. Ну, вот, смертная казнь тебе. Ну, вот. Также, ну, собственно говоря, вот надо просто понять, что это административное право существует, да, что они никакой ответственности не несут. И еще один вывод отсюда важный, что персонификация отношений чиновника с человеком – это вещь крайне необходима. Крайне необходима. Это один из, ну, как бы рычагов, способов воздействия, там, давления и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы как-то это дело поставить, ну, не то, что там уже совсем все изменить, да, но просто сделать более пригодным для жизни. Вот, поэтому надо беречь коррупцию, надо как бы всячески противиться любой цифровизации и так далее, которая как раз деперсонифицирует отношения. Где вы же не можете дать взятку приложению ДИА, правильно? Вот. А там конкретному чиновнику можете. Вот. Поэтому любые способы, как бы там, вот, любые аргументы, когда там мы заменим чиновника и парочку скриптов, это вот самое страшное, что может с нами произойти. Когда есть физический чиновник с физическими интересами, с ним как-то уже можно работать, да, и его можно подкупать для того, чтобы вы могли свою шкуру спасти там, в случае каких-то преследований с их стороны. Если все это делает, так сказать, искусственный интеллект, ну, вот, еще какая-нибудь парочка скриптов, то вы уже обречены. Вы уже обречены. Вот. Так что вот такая эта система. Ну, конечно же, товарищи Путины там, и все прочие, они, безусловно, как представители, как лицо этой всей системы, да, вот, они, конечно же, никакой такой вот уязвимости в плане того, что их можно, допустим, физически уничтожить, вот, у них нет. Но бывает, опять-таки, когда правитель какой-то, ну, как бы взрывается, да, грубо говоря, то есть он выходит из этой касты и как-то говорит, я как-то сам по себе буду, и идите вы все нафиг, ну, вот, то его, конечно, могут ликвидировать, как, например, Саддама, вот, или там Каддафи, вот, которые считались плохими парнями среди именно вот этих вот пацанов, да, среди всякого рода начальников мировых. Вот. То с ними долго пытались договариваться, но когда это стало невозможно, то тогда их ликвидировали. Вот с Путиным такой проблемы нет, потому что он считается, значит, до сих пор договороспособным, и у него есть как бы ядерное оружие, вот, которое как бы делает его шкурку еще более уязвимой. То есть никто с ним не хочет всерьез поэтому ссориться. Вот. И никто его ликвидировать не хочет тоже по той же самой причине, потому что они боятся как огня, значит, вот этой неуправляемости, которая якобы наступит, если его не будет, вот, и каких-то проблем с имеющимся в России ядерным оружием. Что его там растащут, продадут китайцам, там, талибам или еще кому-нибудь, или украинцам, не дай бог. Вот, значит, то есть, конечно же, это страшный сон. Это одна из главных причин того, что, ну, собственно говоря, с ним никто не воюет всерьез. Вот, до сих пор я имею в виду
да и наши тоже на самом деле всерьез не воюют. Вот, до тех пор, пока фронт не посыпался, они как бы сидели и не чесались, я имею в виду, это все начальство. Но теперь они поставили вроде, значит, на сухопутные войска вроде бы человека, как бы, который считается компетентным, и там бурная радость выражается среди тех, кто имеет к этому процессу отношения, но, возможно, уже поздно. Да, вполне вероятно, что уже поздно. Вот. Надо было делать раньше это все. Ну, как обычно, то есть система же не заинтересована, то есть у нее нет такой задачи, как эффективность. Да? То есть эффективность у них у всех есть локальные их собственные задачи. Да? То есть у Зеленского работать как бы шоуменом на мировой арене и продавать продавать этот бренд. Да? У всей остальной кодлы делить все эти бабки, которые, значит, им Запад отваливает. Война успешная в их задачи входит постольку поскольку. То есть в том смысле, что только надо шкурку как-то, значит, сохранить свою, и все. Вот. Как бы, но, кстати, в свободном обществе было бы все ровным счетом наоборот. Вот, потому что не было бы никаких Зеленских, не было бы никакой помощи. То есть помощь была бы, она была бы частная и шла бы в частные руки совершенно с конкретным назначением и так далее. То есть не было бы проблемы ее там, дележа, воровства, перераспределения, потому что основной дележ, основное, вернее, воровство, оно проходит в момент перераспределения. Да, частные компании тоже могут присвоить себе что-то, значит, там исполнители какие-то, но это масштабы, конечно, несравнимы с тем, что может быть государство, потому что частной компании перераспределения нет. То есть непосредственно помощь получает, так сказать, ее адресат, вот, и нет никаких 50 еще инстанций, через которые эти деньги должны пройти. Вот, и где они потихонечку будут утрушиваться, усушиваться и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так что, ну, вот надо просто понять и принять вот этот мир, да, как он есть, что есть эта каста неприкасаемых, которая руководит и которая создала такую систему, в рамках которой вы легально ничего не сделаете. Поэтому это одна из главных ошибок минархизма, которые считают, что государство можно сократить, но они же под этим имеют в виду не то, что это будет кто-то сокращать там революционным каким-то путем, да, они имеют в виду, что мы выиграем выборы и будем потихонечку, значит, отрезать от него там по чуть-чуть. Вы можете, ну, да, можете там отрезать лишний жирок какой-то, да, но он нарастет обратно в силу, так сказать, известных причин. Но радикально изменить эту систему таким образом, наверное, не удастся. То есть, потому что она вся построена так, чтобы этого было сделать нельзя. Да, если мы возьмем реальную американскую конституцию, сравним ее с той конституцией, которую принимали отцы-основатели, то это два совершенно не похожих у нас получится документа. Ну, во-первых, надо дать себе труд еще довольно большой, чтобы написать реальную конституцию Соединенных Штатов, то есть так, значит, описать то, как они функционируют на самом деле. Вот, имеется в виду, ну, как бы госмашина, да. Вот, но когда мы этот текст создадим после там, парочки лет, значит, исследований, вот, достаточно глубоких, то мы увидим, что ничего общего с Конституцией отцов-основателей он не имеет. Но, тем не менее, как бы, да, тут надо сразу сказать, что вернуться к Конституции, значит, отцов-основателей, как это хотят сейчас республиканцы, и в этом я вижу причину их поражения и спада, как бы, будущего, и спада этой красной волны, потому что они до сих пор не могут понять, что их задача прогрессивная, а не консервативная. То есть они должны не вернуться к Конституции отцов-основателей, поскольку, ну, тут надо просто задать себе вопрос, если она такая хорошая, эта Конституция, то почему же мы имеем то, что мы имеем сегодня? Значит, очевидно, что-то с ней не так. Вот. Создавать там какую-то новую систему взаимодействия, самоорганизации и так далее, и так далее, и так далее, которые бы вот эти вещи, от которых Америка страдает сегодня, были бы невозможны. Вот. Но даже если там у Маска с Вивика получится посокращать эти по 2 триллиона, то, ну, в принципе, это уже какое-то, значит, облегчение там, для экономики, и для людей, и, так сказать, снижение угрозы этого несчастного долга, который там буквально через пару десятков лет будет иметь совершенно уже катастрофические размеры. Вот.
Ну, так сказать, флаг им в руки, но надо понимать, что это не решает проблему до конца, потому что проблема, как вы сказали, вот в этом, да, и в кастовом обществе. То есть, ну, никак, например, не затрагивают суть, да, того, что существуют эти касты. Вот, то есть надо искать в другом, то есть надо говорить о персонифицированности отношений, о краткосрочности, о срочности, вообще говоря, любого регулирования, что регулирование должно иметь срок, не приниматься вообще. Налог не может существовать вообще, он должен иметь срок действия, да, то есть там желательно там минимальный, там на год. Ну, если мы говорим в рамках какого-то классического либерализма. Вот. Решение любое не может быть решением агентства. Это может быть, то есть таких решений не должно существовать, не должна существовать регуляция от имени агентства, должна существовать регуляция от имени конкретных людей, которые за эти последствия этих регуляций должны нести личную ответственность. Да? Вот. И не должно быть в итоге постоянно действующего правительства. То есть цель это не должно быть вот этого, я его называю standing government, да, то есть по аналогии со standing army, потому что ну, функции примерно у них одинаковые. Ну, вот. Так вот этого постоянно действующее правительство, то есть что бы там ни случилось, да, но есть Министерство там, торговли. Вот. Этого ничего быть не должно. Этого ничего быть. То есть мы даже не выходя за условные рамки государства, да, просто переформатируя их в другие формы, получаем уже структуру близкую к республике. Вот. То есть не Министерство торговли, а какие-то, возможно, проекты на год, там, на два, под которых конкретное финансирование в виде конкретных налогов, вот, а не налогов вообще, которые капают в бюджет, да, а потом они его делят там между собой, придумывая потом себе, так сказать, потребности, на которые они это все будут делить. Тут же еще важно, что в отличие от предпринимателя, чиновник может жертвовать, условно говоря, огромными суммами. Условно говоря, он ну, украл, так сказать, там гривну, да, а напортил на миллион. Вот, потому что в отличие от предпринимателя, он эти деньги не зарабатывает, да, у него издержек нет, он их получает, они с неба на него капают. Поэтому, чтобы заработать, вот ему там, представьте себе, ему там не хватает 10 гривен, да, он хочет там купить, не знаю, жвачку себе хочет. Ну, вот. А тут проект, значит, с неба падает там 100 миллионов гривен. Вот. Он ради того, чтобы получить на этих 100 миллионах, значит, свои 10 гривен, он их вбухает, придумывает какой-то идиотский проект, и там они все потонут, но ему плевать на это. Понимаете? Ему абсолютно плевать, потому что вот он готов за маленький, так сказать, совершенно кошт, за маленькую прибыль. Или там он думает, что в случае пропихивания этого проекта люди, которые получат, это же какие-то люди получат эти деньги, да, вот, они, значит, благодарность потом, как это в Америке работает, то есть они потом благодарность его возьмут, когда он пойдет на дембель, работать к себе в контору. Вот. Так называемые золотые парашюты, да, то есть и там на хорошей должности он будет в каком-нибудь совете директоров протирать штаны, значит, до конца своих дней. Вот. Но, опять-таки, даже за маленький кошт совсем в виде там 10 гривен он готов загубить, значит, 100 миллионов очень легко. Потому что деньги не его, никаких издержек он, так сказать, не нес никогда. Ну вот, они падают ему, значит. Вот чтобы этого ничего не было, не должно быть постоянно действующего правительства. Да, нет, это может быть система проектная, вот, которая и проекты, и как бы их финансирование имеют сроки, имеют исполнителей физических известных, вот, решения, которые принимают, и они вот таким образом как бы действуют. Вот. То есть в этом случае, да, это может что-то изменить, но я не вижу пока что, чтобы кто-то вообще такие вещи провозглашал, вот, кроме меня, который уже там, лет 15-20 об этом говорит, но без толку все. Вот, все хотят, значит, сразу, давайте-ка мы там сократим НДС на 2%.
А что нам это даст? Вот. Ну и так далее. Да. Но даже сократят они. Потом они с удивлением обнаружат, что все равно растут каким-то волшебным образом государственные расходы. Только волшебно это, ну, для них, для меня-то понятно, почему они растут. Вот.